Здравствуйте! В предыдущем видео мы выяснили, что предлагаемые в интернете дымогенераторы с нижней, верхней и внешней эжекцией имеют ряд недостатков, в том числе критических, и непригодны для копчения продуктов питания. Заявление производителей о том, что они предназначены для копчения, не более чем маркетинговый ход. Результатом исследований стала сравнительная таблица недостатков данных генераторов. В этот раз более детально рассмотрим конструкцию правильной коптильни, лишенной описанных недостатков. Конечно, моя коптильня не идеальна или есть над чем работать. В дальнейшем я этим займусь, о результатах сниму видео, а пока рассмотрим, что имею. Не судите слишком строго, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Конструкция коптильни блочно-модульная. Это позволило мне оперативно исключать из конструкции неэффективные и неадекватно сложные модули, добавлять необходимые и менять последовательность установки модулей. Модули связаны между собой посредством резьбовых соединений, полудюймовых фитингов, сгоны, муфты, тройники, уголки, гайки, шаркра. Все эти элементы промышленного производства. Приобрести их можно без проблем за один поход в любой строительный магазин. Если вы смотрели мое предыдущее видео, то, вероятно, уже догадались, что я изменил принцип подачи дымовоздушной смеси в коптильную камеру с приточной на вытяжную. Я не задуваю дымовоздушную смесь в коптильную камеру, а протягиваю через нее. Это позволило мне достаточно эффективно работать с дымом, охладить его, очистить, разбавить, одним словом подготовить качественную коптильную смесь. Эжекторная система установлена на выходе коптильни. Эжектор вытягивает дымовоздушную смесь из коптильной камеры и утилизирует ее в атмосферу. Обращаю внимание на очищенную смесь. Тем самым обеспечивается движение дыма по магистрали в направлении коптильной камеры и обеспечивается подача воздуха в зону тления щепы. На входе коптильни установлен дымогенератор пассивного типа. Пассивного, потому что он не работает вне системы, у него нет интегрированного эжектора. У дымогенератора три функции. Во-первых, это камера тления щепы, то есть дымообразования. Во-вторых, это резервуар для щепы. И третья, конструкция обеспечивает непрерывную подачу щепы в зону тления. Из дымогенератора дым поступает в охладитель. Охладитель стационарно монтирован в земле. К сожалению, в реале демонстрировать его не могу, но схематически попробую. С выхода дымогенератора дым поступает в вертикальную трубу малого диаметра. У меня эта труба 3/4 дюйма. Поворот магистрали на 90 градусов при прохождении дыма создает в нем турбулентные потоки. Эти потоки обеспечивают смешивание и непрямолинейное движение дыма вдоль внутренней поверхности трубы, благодаря чему происходит более эффективная передача тепла от дыма к трубе. Дым остывает. На внутренней поверхности трубы образуется конденсат. Конденсат стекает по трубе в дренаж. Также конденсат образуется на частицах сажи. Частицы сажи служат ядрами для образования мелких капель конденсата. Образуется мелкодисперсионная водяная пыль, в которой заключены частицы аморфных углеродов. Эта пыль, в свою очередь, соприкасаясь с конденсатом на поверхности трубы, вместе с ним стекает вниз и утилизируется в дренаж. Частицы водяной пыли, соприкасаясь между собой, образуют более крупные фракции, которые под действием гравитации также опускаются в дренаж. Фактически происходит очистка дыма от сажи, угольной пыли и канцерогенов. Из вертикальной трубы дым поступает в горизонтальный отрезок трубы большего диаметра и меняет направление движения. При этом снова возникают турбулентные возмущения в дыме. Скорость движения дыма из-за большего диаметра трубы снижается. Все это способствует дальнейшему охлаждению дыма. Продолжается образование и отведение конденсата. Происходит более глубокая, более тонкая очистка дыма. Те же процессы проходят при переходе дыма из горизонтального участка трубы в вертикальную выходную трубу охладителя. На выходе охладителя получается достаточно холодный, достаточно чистый дым. Достаточно для дальнейшего формирования качественной коптильной смеси.
Таким образом, у охладителя три функциональных назначения: охлаждение дыма, очистка дыма и утилизация отходов, полученных в процессе очистки. Из охладителя дым поступает на вход тройника. Ко второму входу тройника подсоединен шар-кран. Через этот кран происходит забор воздуха в магистраль. В тройнике происходит смешивание дыма и воздуха. От того, насколько кран открыт, зависит, сколько воздуха поступает в магистраль. Краном можно регулировать плотность дыма, процентное соотношение дым-воздух, в широком диапазоне. От неприемлемо густого дыма до неприемлемо редкого. Правильное соотношение где-то посередине. Это соотношение придется подбирать опытным путем. В литературе я не нашел информации на эту тему. Для того, чтобы подобрать правильное соотношение дым-воздух, его надо контролировать. Для этой цели в моей коптильне установлен следующий модуль. Камера визуального контроля наличия и плотности дыма. Это стеклянная консервная банка с резьбовой крышкой. В банку поступает дым с воздухом. Если воздушный кран закрыт, то в банке только дым. При этом дым абсолютно непрозрачный и банка абсолютно белая. Это значит, что дым слишком плотный. Если воздушный кран открыт, то банка почти прозрачная с легким дымком внутри. Это значит, что дым слишком жидкий. Камера контроля имеет 4 назначения. Первое – контроль плотности дыма. Второе – эффективное смешивание дыма и воздуха, поступающих из тройника. И третье – сбор конденсата. Конденсат в банке появляется только ранним утром, когда магистраль существенно остывает. Количество конденсата незначительно, около полусантиметра на дне банки. С восходом конденсат исчезает, як роса на солнце. Интересный факт. После испарения конденсата на дне банки остается абсолютно прозрачный легкий налет желтоватого цвета. Это свидетельствует о том, что дымовоздушная смесь уже не содержит аморфных углеродов, не содержит сажи. То есть коптильная смесь достаточно чистая. И, наконец, четвертое назначение. Контроль наличия дыма в системе. Если по какой-либо причине тление в дымогенераторе прекратится, то уже через несколько секунд в банке дыма не будет. Из камеры контроля коптильная смесь через тройник поступает в коптильную камеру. Через этот же тройник из коптильной камеры конденсат отводится в дренажную емкость, в стеклянную банку с резьбовой крышкой. Конденсат образуется на внутренней поверхности коптильной камеры и стекает на дно. Но так как коптильная камера на пару градусов наклонена в сторону входного патрубка, то через патрубок и тройник стекает в банку. В коптильной камере дымовоздушная смесь проходит по диагонали, от входа к выходу на эжектор. В камере поток достаточно равномерный и однородный. Возможно, в углах менее интенсивный, но как раз в углах коптимого продукта и не будет. А значит, продукт коптится равномерно по всей высоте камеры. На выходе из коптильни установлен эжекторный модуль. Именно он вытягивает коптильную дымовоздушную смесь из камеры и тем самым обеспечивает движение дыма по всей магистрали и подачу воздуха в дымогенератор. Посредством этого модуля создается тяга в системе, контролируется и регулируется интенсивность потока коптильной смеси. Питается он от 3,6 до 8,4 вольта. Интенсивность потока регулируется посредством регулятора напряжения на турбине, а контролируется по вольтметру, отображающему это напряжение. Интенсивность потока коптильной смеси напрямую зависит от напряжения на турбине. Эжекторный модуль – это наиболее сложное, технологичное и дорогостоящее устройство по сравнению со всей конструкцией коптильни. На видео рабочий прототип модуля. Вот он. На данный момент я внес ряд изменений в конструкцию модуля, и теперь он выглядит так. Возросла производительность, снижено потребление электроэнергии, модуль стал более эффективным и презентабельным. Детально о нем расскажу в следующем видео. Не пропустите, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Итак, подведем итог. В моей коптильне нет высокого напряжения. Нет удлинителя, нет проблем с прокладкой кабеля и подключением к сети 220 вольт. Интенсивность потока коптильной смеси
контролируется и регулируется в широком диапазоне посредством модуля инжекции. Плотность дымовоздушной смеси контролируется и регулируется в широком диапазоне посредством камеры контроля наличия и плотности дыма и экрана забора воздуха. Дым в охладителе эффективно охлаждается и очищается. Копчение равномерно на всех уровнях коптильной камеры. Если вы готовы заморочиться и собрать инжекторный модуль, или потратиться и приобрести его, то все остальное – дело одного дня работы и расходов в 20-25 условных единиц. В результате вы станете счастливым обладателем правильной коптильни и вкусите продукты высококачественного холодного копчения. В противном случае убедительно советую отказаться от копченостей сомнительного происхождения и качества, закопченных грязным или жидким дымом. Такие продукты к копчению отношения не имеют и опасны для здоровья.